Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. По многочисленным пожеланиям зрителей моего канала, сегодняшняя тема – схема перекрестного выключателя. В любую распределительную коробку освещения должен приходить кабель питания 220 вольт и кабель на лампу. Оба кабеля трехжильные, и если все провода этих кабелей соединить в соответствии с их цветом, то лампа будет светиться. Красный дает на лампу фазу, а синий – 0. Синий и красный провода нужны для работы лампы. А желто-зеленый – это провод защитного заземления, он на работу лампы не влияет. Я его показал потому, что в современной распределительной коробке такой провод обязательно есть. Но не любой желто-зеленый провод – это заземление. Чтобы выключить лампу, достаточно прервать один из двух рабочих проводов – синий или красный. Правильно, прерывать провод фазы, он здесь красный. Для включения и выключения лампы вставим в разрыв красного провода простой выключатель. У него два контакта, один сверху, второй снизу. В одном положении клавиши эти контакты соединены, а в другом разъединены. На вход выключателя приходит красный провод, а с выхода выключателя выходит синий. По красному на выключатель приходит фаза. Если выключатель включить, то фаза через контакты выключателя попадет на синий провод, с которого дальше попадет на лампу. Лампа включится. Обратите внимание, что синий провод выключателя – это не 0. На этом проводе бывает фаза, когда выключатель включен, а когда выключен, то там фазы нет. Но нолем этот провод не является. Почему он тогда синий? Да потому что в кабеле, который приходит к выключателю от распредкоробки, есть всего 3 провода. Красный, или чаще он коричневого цвета, синий и желто-зеленый, которые в этой схеме не используются. То есть второго красного нет. Думаю, как подключить выключатель, понятно. Чтобы устроить управление светом с двух мест, нужно использовать два особых выключателя. Называется такой особый выключатель проходной выключатель, или проходной переключатель, или коридорный выключатель. Названий у него много, но суть одна. Проходной выключатель, в отличие от обычного выключателя, имеет не два контакта, а 3. В одном положении клавиши он соединяет верхнюю клемму с одним нижним контактом, а в другом с другим. То есть фаза, которая приходит на верхний контакт, всегда будет подаваться на один из нижних контактов, либо на левый, либо на правый. Чтобы управление светом с двух мест работало, нужно соединить оба проходных выключателя двумя проводами. На левый провод из коробки приходит фаза. Сейчас она подается на синий провод, а в другом положении клавиши на желто-зеленый. Как видите, и синий, и желто-зеленый провода поочередно подают фазу. То есть это не 0 синего цвета и не заземление желто-зеленого. На правом проходном выключателе на нижнем правом контакте есть фаза. Если изменить положение клавиши, то фаза поступит на лампу, которая включится. Лампу можно выключить и левым выключателем, и правым. И включить можно любым из них, независимо от того, каким она была включена. Так работает схема проходного выключателя. А так воплощают такую схему на практике. Синий и желто-зеленые провода соединяются в коробке. Каждый проходной выключатель связан с коробкой своим трехжильным кабелем. Разобрались. Управление светом с трех мест и более можно организовать, использовав перекрестный выключатель. Обратите внимание, в этой схеме слева и справа стоят проходные выключатели, а в середине особый выключатель, который называется перекрестный выключатель. В одном положении клавиши перекрестный выключатель
соединяет верхние контакты с нижними напрямую. В другом положении клавиши он соединяет верхние контакты с нижними крест-накрест, из-за чего и назван перекрестным. Работает схема перекрестного выключателя так. Фаза из распределительной коробки приходит наверх первого проходного выключателя. Далее по синему проводу фаза поступает на перекрестный выключатель и далее по синему проводу на правый проходной выключатель. Если его включить, то лампа засветится. Если его не включать, то лампу можно включить первым проходным, нажав его клавишу, или перекрестным. Таким образом, лампу можно включать и выключать любым из трех выключателей, независимо от того, в каком положении находятся два других выключателя. Главной изюминкой этой схемы является то, что можно неограниченно увеличивать число выключателей. Например, 4 выключателя. Но всегда первый и последний – это обязательно проходные выключатели, а все выключатели в середине – это перекрестные. В распределительную коробку приходят только кабели от первого проходного и последнего, а все остальные соединения идут от выключателя к выключателю. Если все эти кабели заводить в коробку, коробка будет слишком большой. Надеюсь, схема перекрестного выключателя ясна. Чтобы детально понять, как подключить перекрестный выключатель на примере выключателя Schneider, смотрите отдельное видео, ссылка на которое у вас на экране и в описании к видео. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.